Вовка, ты видел уже вид? Да, вид вообще крутой. Мы вчера приехали ночью буквально сюда, и видно было только огонечки вон там. Я специально ждал утра, чтобы посмотреть, как здесь красиво, невероятно. Посмотрите, туда уходит гора под солнышко. Мы в Италии на озере Кома. И это лучшее место, чтобы рассказать про интерьерные тренды на 2022 год. Сейчас мы поедем по шоурумам в Милане. И для того, чтобы не потеряться, я сделал специальную карту, на которой отметил все шоурумы, которые мне интересны в Милане. Эту карту можно будет скачать, я оставлю ссылочку в описании. Просто добавите себе эту карту в Google карты свои, и все, и будет у вас все шоурумчики. Я, правда, не уверен, дадут ли нам поснимать во всех шоурумах, но попробуем как-то скрыто это делать, потому что я не согласовывал ни с кем заранее ничего, поэтому непонятно, пустят ли нас вообще что-то снимать. Gonna lie, daughter had the phone on Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, had her lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area. Можно идти в первые шоурумчики. Здесь недалеко есть Антонио Лупи, Агапе, Чиа, Сальваторе. Сейчас пойдем пока в них. А вот Антонио Лупи. По понедельникам они не работают. Thank you, and here the Ingenizer. Я надеюсь, нас сейчас не выгонят с камеры. Я буду так из-под тишка снимать. Простите за качество, я снимаю на GoPro. Ну вот это вот одна из стареньких уже раковин. Это обычная раковина, она просто монтируется в стену и сверху штукатурка зашивается. Получается раковина обычная. Ванна, кстати, классная. Такая сидячая ванна. Крутая. Реально, она такая матовая. Прям очень классно смотрится. Мне очень много хайпели на этих раковинах. Они просто спиливают и молотком сбивают вот эти вот штуки. Получается, каждая раковина разная, с разным рельефом. Это, кстати, не плитка. Это просто что-то напечатано. Просто напечатали на стену. О, а это тоже вот душик. У него вот такое вот круглое крепление есть. Ставишь его, он на тебя льет. Можно вытащить, поставить вот сюда. Что-то я сломал, походу. Обратно не крепится. Так и было, как будто бы. Что-нибудь новенькое бы найти. О, вот эти крутые штуки. Короче, это душ с лампочкой. Тут лампочка, а вот это вниз уходит душ. Они вот разных форм бывают. Ну и встроенные там всякие штуки в потолок. Не знаю, я чуть не очень верю этим встроенным штукам. Видно, да, что есть такой ореол вокруг. Не очень мне это нравится. О, это какая-то новая раковина. Она прям очень классно смотрится. Не, внизу подсветочка стоит. И в тонких местах, видимо, она такая просвечивает больше. Прямо крутая раковина. Вот эти раковины мы поставили в Сити. Там были белые раковины, а здесь серые. Но серая реально выглядит очень хорошо. Отпечатки от пальцев не остаются. Она матовая и серая. Из этого не остается так вот грязи. И вот эти, кстати, смесители тоже не остается. Видимо, какая-то покраска. Они вот какие-то анодированные, не прям черные, а немножко такой серенький, темно-серый. Выглядит бомба, реально. Надо где-нибудь поставить. Ой, какая ванна бомбовая. Куда-нибудь хочу вот этот темно-серый цвет поставить, он реально крутой. Ничего супер нового, конечно, тут нету как-то, но вот этот цвет у них прям везде. Какой-то такой тренд задают вот этим серым цветом матовым. Он у них везде и выглядит прямо богато. Он причем вот матовый, и он немножко приобретает, вот из-за того, что теплая подсветка, он становится такой немножко коричневый даже. Принимает цвет подсветки. Цвет такой очень глубокий, хороший. Пойдем ванну тестить. В ванне нужно обязательно лежать. Да, вот те, ладно, ванны, они будут нормальные. Они широкие, глубокие, но мне хочется потестить ванну, которая сидячая. Никогда еще не лежал в сидячей ванне. Надеюсь, меня никто не выгонит, надо быстрее это сделать. Вообще, на самом деле, комфортненько. Ну, нормально. Если нужно короткую ванну, то отличная ванна, на самом деле. Ты сидишь так полулежа и хорошо, ну, реально нормально. Можно сделать помягче, типа какой-нибудь подложить штуку, но в принципе не надо. Широкий поток достаточно такой получается. А вот эта кнопка. Поднял. Она вот регулируется холодная, горячая.
Винопорт. Кстати, удобная кнопка, хорошая. Можно сравнить. Во. Вот это вот широкий, прям классный поток. А тут не очень, такая ровная струя. А так просто по интернету, когда заказываешь, реально не видно, какой поток. Непонятно, какой будет лучше. Тестировать, конечно, надо. Помните царь ёршик за 200 тысяч рублей? Вот он. Может, какие-то эти вопрос-ответ? Давай сделаем. Я сейчас задам в инстаграме вопросник и буду отвечать на них прямо тут. Сейчас у нас конец октября, здесь очень приятная погода, 15 что ли градусов. Ой, быстрее квартиру сделали, прям между домами забахали. И как обычно, вон видите, здесь сверху деревья стоят. Тут вообще почти на всех домах есть деревья. Сверху либо на крыше растут, либо на балконах. Вон, видите? Вот они. И просто вообще каждый балкон, каждая крыша, все в деревьях увешано. Мне вообще Милан нравится, что тут можно приехать. Вау, какая техника. Можно приехать в город и просто гулять от шоурума до шоурума. Больше таких нет городов, чтобы была такая плотность шоурумов интерьерных, дизайнерских. Как они паркуются, это жесть. 10 сантиметров до другой тачки. Давай, чувак, покажи, как ты выезжать будешь. Так, и что, вот туда. Вот это миллиметраж сейчас был. Ты прикинь, там просто сантиметр был до тачки. А я просто в шоке. О, Мороза! Buongiorno. Prego. Please take a look, okay? If you need information, ask me. Окей, окей. Морозцы тоже очень неплохие ребята. У них тут Патрисия Уркула много чего делает. Вот этот вот новый диванчик от Патрисии Уркулы. Ткани, вот блин, ткани у них вообще сумасшедшие всегда. Я вот такую нашел в Турции. Эти стеллажи не болтаются. О, эти не болтаются. Where are you from? Russia. Russia. Please, we have more product upstairs. А. Вот тот прикольный диванчик. Он может быть длинный, вот этот классный. А ну сядь. Мягкий? Серьезно? Они выглядят мягким. О, да. Еще так обратно. Да. Это первый стеллаж, который не болтается. Пусть вас не смущает, что он гремит. Сами ножки реально не болтаются. Он прямо как вкопанный стоит. Блин, как тут сложно все, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек на площадке. Они что-то делают. Я до сих пор не понимаю, что мне нужно делать и говорить. Но они профессионалы. Я надеюсь, мы снимем что-нибудь. Камера. 3, 2, 1. Пишем. Шоу, значит, уже второй час съемки. Мы сняли ровно секунды 2. Это очень тяжелая какая-то тема. Снимать большой командой. Не знаю, как снимают фильмы. Там, наверное, еще жестче все. Если бы мы снимали обзоры вот в таком формате... Не пошло, договорить в другую камеру. Поймай нас, интонацию предыдущей фразы, и можешь еще раз. Что нужно было сказать по чек-листу? Вы бы никогда ни одного обзора не увидели вообще. Мы дальше едем на полигоны. Для тех, кому интересно, что там будет вообще в этом обзоре, я оставлю ссылочку в описании. Переходите, посмотрите наш обзор на новый Lexus NX. Сейчас чуть-чуть подкрепимся. Упс, телефон упал. И пойдем дальше в шоурумчики. Вот. Нужен рюкзачелло. Рюкзачелло нужен? Вовке нужен рюкзачелло, потому что... Смотрите технику. Пакете таскает. Сейчас найдем ему рюкзачок. Так, Миша, привет. Привет. Тоже планирую в Италию. Не нужно было карантинить 10 дней. Нет, ничего не карантинили. Я так понимаю, что у них нужно карантинить, если ты задерживаешься на дольше, больше, чем 10 дней. Тут никто это не проверяет. Можешь просто показать им билет обратно через 5 дней, потом его просто поменять и продлить. Не знаю, короче, тут никто это не проверяет.
Так, одна часть задания выполнена. У Вовки теперь есть рюкзак. Никогда так не жалел о потраченных 100 евро. Почему? Ну это Выглядит как хуйня. Согласен. Ты в Милане, братка. Тут только такие рюкзаки. Вообще Supreme, конечно, выглядит как говно какое-то. Максимально бершка. Да мне кажется, даже бершка лучше выглядит. ни дизайна, ничего. Да, еще продавец охерел вообще. Какая-то. Выглядит как херня какая-то. You doing a video? No. Can't take video. Окей. Просто такой стоит. Вы, говорит, тратите мое время или покупаете что-то? Пошел нахер вообще, ты чё? Пакет, кстати, красивый. Моя волшебная карта. Сальватории у нас где-то здесь. И должен быть где-то Бофи здесь же прямо. Вот там. Блин, даже у Бофи здесь охеренно большой шоурум. Но Полиформ, блин, у них шоурум какой-то лепездрический. Вообще ничего там нету, херня какая-то. Вот. Сальватории и Бофи. До них ход, как обычно, отсюда. Сейчас пока в Сальватории зайдем, потом в Бофи убежим. Так, сейчас, как обычно, прячу камеру. Вот, блин, это просто храм какой-то. Храм красоты. Смотрите, как сделано круто шоурумы. Просто бомба. Вот эти у них тоже речные фасадики, причем у них еще есть плитка вот такая речная. Так потому что они эту плитку приклеили сюда. Нет дерева. Прямо дерево речное. И оно очень похоже на их плиточку вот эту. Ой, что творится тут. Плитка очень крутая, порезанная на такие полосочки. На самом деле-то это супер дешево делать такую плитку, потому что она короткая. Но вот они придумали, как ее использовать, и в этом они, конечно, и красавчики. Здесь и фасад из мрамора, и столешка из мрамора, и тут еще что-то есть. Просто они с ума сходят там. Да, светильник из мрамора. Блин, это тоже мрамор, ё-моё. С ума сойти. Ну это, конечно, дорого. There is not Yeah, if working? you want, there's more space. This way. Какой кружочек красивый. Ну как красиво все-таки. Вообще вот такой кружочек шикарный. О, вот этот стол крутой. Он весь тоже из гранита или мрамора-то. Is it a marble? Yeah. Showroom like a museum. It's really beautiful. Thank Best of the best. Yeah. Or This the... is- Yeah, this is the exit. Thank you. Thank you. А тут смотри, прямо как подъезд в Питере. Чисто подъезд в Питере. А вот там у нас, вот тут мы зашли, вот там шоурум Бофи. Сейчас пойдем сходим в Бофи. Есть много очень шоурумчиков, которые находятся прямо внутри, вот в таком дворике, да. Но снаружи не видно даже, что тут какой-то шоурум, и так люди проходящие не увидят ничего. У тебя кефир чаш-нигером работает. Ты чаш-нигером работаешь? Че? Я не знаю. Чаш-нигер говорят. Визу на условии приглашения дали. Нет, визу дали просто. Ну, без всяких приглашений, без всего. Обычную, ничего сверхъестественного. На самом деле, оказывается, приехать сюда все точно так же легко, как и раньше. Визы просто дают не на 5 лет сейчас, а там, на год, на полгода, на месяц. Кому как. Вот Вовке на месяц дали. Вовка делал греческую визу, ему дали на месяц. А я делал испанскую, мне дали на год. Местные маски не носят, приезжих не заставляют носить. На улице не носит никто, но в любом заведении всегда в масках. Все заставляют и заставляют на носах одевать. Вот прям все. Они тут жестко бдят, тут это есть. Такое, короче говоря, вроде что-то стараются спрашивать, но нет. У Бофи очень крутые кухни. Сумасшедшие просто. Ой, какая, смотри. Штаны превращаются. Очень красиво.
У них всегда необычная конструкция островов. Вот. Это такой ледяной стол? Ну, не обеденный стол, типа барка, но по сути можно как обеденный стол использовать. Потому что всегда же проблема, когда мы ставим большие острова. Этот остров реально огромный. Да это мусорка. Может, не мусорка? Или лучше у Сереги спросить. У нашего проектировщика мебели. Он точно знает. Ну, это слушай, ну ведро, наверное, да. Сейчас. Вот смотри, тут остров, как у нас в шоуруме. Но это на самом деле оказалось не очень удобно, потому что когда ты тащишь какую-нибудь сковородку или что-то задеваешь с этой стороны, она бьет фасад, это проблема. Лучше фасадики все-таки делать вровень вот здесь со столешкой, тогда не будет проблем. То есть не обязательно и фасады вытаскивать. Ну, достаточно высоко над столешкой выпирает, но это выглядит, конечно, очень круто, красиво, но опасно. Вот я говорю, что у Полиформа почему-то нет такого огромного шоурума. У Биби есть, у Бофи есть. Но они там не в Милане просто. Может быть, просто, скорее всего, помещений не так много. Просто негде разместиться. Найти бы еще тоже. Мы в Москве ищем хорошее помещение, с этим проблемы огромные. С помещениями. Так, пойдем на второй этаж, там сильно красивее. Смотри, какая красивая кухня. Такая маленькая. Рифленая и такая металлическая столешка классная. Вот тоже типа стол. С молоком. Сейчас смотри, тут что-то нарисовано, типа как вот в советское время там подписывали. Тут кофа. Ой, знаешь, куда надо сходить? Нам надо сходить вниз. Пойдем. Полка. Да, это вот сюда. Тут секретная комната есть внизу. Здесь внизу находится остров. Я надеюсь, его еще не убрали. Раньше он здесь был. Блин, походу убрали уже, все. Уже Заха Хадид не в почете. Здесь раньше стоял остров от Захи Хадид. Я фотку прилеплю сюда. Больше нет острова. Видимо, остров от Захи Хадид больше никто не покупает. И они уже его никуда не используют. Ой, смотрите-ка. А это же дорогие светильники. Посмотрите, как они мерцают адски вообще. Это жесть. Вот итальянцы, они, конечно, они делают очень красиво, но адски некачественно. Вот прям вот реально некачественно. В дорогущий светильник поставили дешманские лампочки. И у них вот так везде. У них там и швы тоже уходят, и все это. Ну как можно было в такой дорогой светильник поставить такую лампочку? Смотрите, она как мерцает адски. Блин, ну посмотри, как красиво. Как можно вообще, как можно променять вот этот город на какой-то сраный салоне? Ходить по этим выставочным центрам, когда можно то же самое делать по красивому городу. Ну как тут прекрасно. Тебе чуть-чуть, просто когда я хожу по салоне, слишком много шоурумов, очень все смазывается, все забывается, надоедает. А здесь ты вышел и ты идешь по красивой улице, и все хорошо. Мы добрались, значит, до Агапы. Опять я камеру уберу чуть-чуть, чтобы меня никто не видел, что я снимаю. Ой, какой светильник классный, прямо крутой. Что за светильник, интересно? Прям крутой светильник. Такая удочка. Вон, тут написано Midgard. О, вот она, раковина тоненькая, как у нас. В Москва-Сити мы поставили такую раковину тоненькую. Но я что-то боюсь, что она будет брызгаться. Тут внизу есть тест, можно посмотреть. О, мы ни разу не юзали еще вот этот душ. Выглядит интересно. Вот в этот вот душ тоже очень крутой. Его можно по высоте менять. Меняется все очень просто, кстати, резинка обычная. Это у них такая система, вот в нее можно, они сделали систему полочек здесь, чтобы можно было складывать всякие тюбики, и их было не видно. То есть полка не только как полка и смеситель, то есть вот это же все полка, а вот это смеситель, но еще и сама столешка тоже полка. То есть если ты наставишь сюда много тюбиков, выглядит это упорядоченно, получается классно. Вова узнал стул. В одном из выпусков Ира делала этот стул, много раз его переделывала. Ну что, в итоге так же все? Почти. Так же, как у Иры? Плюс-минус. А что там сломалось у нее? Вот Да, перемычка. перемычка? Она здесь толстая. Толстая? Ну вот. Тоже такие необычные достаточно полотенцесушители. Вот это вот лопасти эти.
это полотенцесушитель. Тут можно вот здесь повесить, можно на него просто, в принципе, закинуть полотенце. Такие ребристые, достаточно дорогие штуки. Такие вообще мы постоянно используем. Здесь вот радиатор есть, и он вот так прогоняет воздух. Можно полотенце скрутить и положить сюда, либо просто как-то положить. Вот эти классные, можно вертикально поставить. Вообще я удивляюсь, что производители редко делают полотенчики просто какие-то прямые. Всегда какая-то у них форма должна быть вынутая. Зачем вообще это надо все? Ой, слушайте, какой материал красивый. Он прям пористый. Это прям какой-то бетон, походу, цветной. Очень красиво выглядит. Вот она, вот эта тонкая раковина. Как в нее льется. У них вот есть проблема, что обычно сюда брызгает, но сейчас, практически не брызгает. Прям нормально. А этот брызгает. Смотри, вот здесь набрызгало. Я очень любил этот смеситель на картинках, но вот вживую с ним очень много проблем. Во-первых, у него нельзя нормально настроить. Это вот холодное, это горячее. Надо двумя рычажками обязательно настраивать. И он все время, плюется. Короче говоря, мы перестали его использовать. Он очень красивый, невероятно крутой смеситель. Встает в полочку, в ряд, все классно, но плюется просто... Имеет ли право дизайнер оценивать работу другого дизайнера? Конечно, нет. Кому вообще какое дело до твоего мнения? Если тебя человек спросил твою оценку, то, конечно, ему можно дать свою оценку, если он спросил. Но это всегда будет такая история, конечно, не очень хорошая. Меня когда спрашивают, я обычно обсираю, и это заканчивается не очень хорошо, поэтому я теперь больше не отвечаю. Имеет ли право один дизайнер говорить другому, как ему работать? Опять же, кому какое дело до твоего мнения? Ты свое мнение на себя распространяй, то есть делай, как тебе нравится. И это, конечно же, не только на дизайнеров распространяется, а вообще на всех людей. Каждый делает то, что ему нравится и как он хочет. А говорить, как ему работать, опять же, если он тебя спросил, как ему работать, ну ты расскажи, как ему работать. А если не спросил, то и не говори. Фалпер. Это мы где-то ставили от Фалпер. Там очень неплохие ванны. О, какая ванна красивая. Смотри, какой цвет, да? Прямо цвет бомбовый вообще. О! Мы недавно поставили этот смеситель. Сейчас покажу. Вот она. Гостевой санузел. И у него вот этот вот смеситель стоит. Выглядит, кстати, прикольно. Но опять же, крутится только вот опять. Упс. Что-то открутил. Excuse me. Раковина прикольная, да. Такая прям. Вообще это все очень похоже на все? На все. Да. Примерно. Они друг от друга. Да? Но вы уже на самом деле поняли, да, что никаких трендов-то не существует. Все производители просто делают более-менее одно и то же. И когда хоть кто-то производит что-то новенькое, это и есть трендовая какая-то вещь. Вот там какой-то диван появился, ай-яй-яй, мы наконец-то ставим что-то новенькое в свои проекты, потому что в дизайне интерьеров не так много чего-то новенького. Если вам кто-то там продает какие-то тренды, да, трендов не существует. Представьте, до сих пор очень популярна классика. Насколько там, даже бархатная классика очень популярна. Чего уж там говорить про современный стиль. Поэтому ни трендов, ни антитрендов, ни хера нету. Вообще делать, что хочешь, что по кайфу. Ну и дальше поехали. Ой, кстати, вот это прикольная штука, я не видел такой ни разу. Прям деревяшка, в нее встроены смесители, а здесь сушилка для полотенца. Прям классно, выглядит круто. Кстати, хорошо выглядят вот эти вот черненое зеркало. Ну вот бриться же можно в такое черное зеркало. Да, выглядит круче просто. How much for this bath? About 7,000. 7,000. For more information, I give you my business card. Thank you. You're welcome. Goodbye. Очень приятный вопрос. Как погода? Погода просто невероятная. Погода
Сейчас 27 октября. В Москве очень холодно, там уже даже снег немножко пошел. В регионах снег идет. А здесь мы с Вовкой ходим вот в таких кофтах. Вообще отлично, даже может быть и жарковато местами, но просто к вечеру уже будет прохладненько, а так очень приятная погода. Как также фотореалистично рендерить, как в вашей студии. Вот специально для вас у меня есть обучение, ссылочку на него внизу оставлю. Там дизайнер нашей студии рассказывает на этом обучении, как сделать так же круто, как настроить материалы, как настроить Light Mix и освещение. Все рассказывает. Недорогой курс из 5 уроков, и вы научитесь. Ссылочка внизу. Переходите на обучение. Вовка вот спрашивают, сфера дизайна — это про удовольствие или про заработок? Ты же видел, что там, у кого вообще? Я бы сказал, что это больше про удовольствие, потому что заработка там как бы не так уж и много. Вроде бы деньги большие достаточно, там, ну какие-то миллионы рублей, но они размазываются на несколько лет. То есть у нас там стройки идут в год, 2, 3. Представляете, даже если там 1 000 000 рублей нам заплатили, они размазались на 3 года. Это 3 копейки в месяц. Нету там денег. Я всегда говорил, что дизайн — это не про бабки. Хочешь много бабок? Купи битков, там, не знаю. Ну, есть куча всего, где можно заработать много денег. Но не дизайн студии, это точно. Итальяно. Опа. Но он мягкий. Он, в принципе, удобный. Особенно вот если вот эту часть. Вообще все хорошо. У нас просто вот этот диванчик стоит у одного из клиентов. Тут картинку сейчас бахну. Хороший диван. Я думал, что хуже. Я прям думал, что он неудобный. Цвет классный. Такой прям классный цвет. Так из-под тяжка снимаем, поэтому может быть тихо. Но я постараюсь, чтобы было слышно. Биби прям реально огромный шоурум. Слушай, это походу флосовские лампочки. Офигеть. Это лампочки флос. И они мерцают. Вот это трэш. Дорогущие лампочки от флос мерцают. Вот это у нас диванчики. Ставьте тайм диванчики. Ну и прикольно. Ставьте тайм классно. Ну мягкий, удобный. У нас он скоро поедет в один из проектов. Вот здесь покажу. Ну что, удобно? Подушка, да. Подушка удобная, да. Подушки нет. Подушка вот так мягкий. Не, он мягкий. Прям хороший. Он круглый даже. Да. Хороший диван. Что, приехал в деревяшку? Тут с краю. А здесь по-любому еще где-нибудь посередине есть деревяшка. Нет, посередине нет. Ой, на краю реально близко деревяшка. А посередине нету реально. Ну, наверное, не надо, потому что здесь не проминается, не просиживается ткань. Так сильно это не надо. Форма классная, как шоколадка. Плитки шоколадки. Блин, мягкий тут вообще. Ну все, оставайся тут. Чао, бомбини. Арривидерчи. Так уж получилось, но практически все интерьерные бренды мебели находятся вот прям здесь, на этом озере Комо в Италии. Я бы на их месте на самом деле тоже здесь поставил заводик, потому что здесь невероятно крутое место. Это очень красивые горы, озеро, и здесь всего лишь в 40 минутах отсюда Милан. Сейчас вообще в мире пандемия, поэтому, наверное, нужно рассказать вообще, как сюда мы приехали и как приехать вам, если вы вдруг хотите приехать в Италию. Италия сейчас закрыта для туризма, туристические визы здесь не работают, и просто так сюда попасть нельзя. Но есть лазеечка, сюда можно приехать по приглашению итальянских фабрик. По бизнес-приглашению приезжаете сюда что-нибудь прикупить. Мне одна из местных фабрик сделала просто приглашение. Оно буквально письменное такое. То мы там человека приглашаем, он тут решил покупать всякой мебели. Никакую местную прививку ставить не нужно. Этого тоже не требуется. Из России, когда мы выезжали, у нас потребовали только шенгенскую визу и рабочий ПЦР-тест, который действительно 48 часов. И все. По прилету в Милан я очень переживал,
переживал, что вообще пустят нас, не пустят, непонятно было. Когда мы приехали, там была огромная очередь, я думал, ну все, сейчас там каждого проверяют, что там, куда. Но на самом деле нет, мы пришли на паспортный контроль, там нас спросили, что вы куда, когда вы собираетесь обратно, потому что здесь действует ограничение, если вы меньше, чем на 5 дней сюда приехали, вам не нужно садиться на карантин. Если больше, то нужно садиться на карантин. Я ему показал билет обратный, что он через 5 дней, и все, меня пустили, даже не попросили никакую бумажку, вот это вот бизнес-приглашение, мне просто спросили, куда ты, я сказал, вот на фабрику, и все. Получается так, что на самом деле попасть сюда не сложнее, чем раньше, если у вас есть Шенген. Поэтому проблем, в принципе, никаких нет. Просто приезжаешь сюда с Шенгеном, ну и там с бумажкой, вдруг спросят, что вы приехали на фабрику, и все.